сестры возлюбленные, совсем недавно в Библейском институте мы закончили такую доктрину, как учение о человеке, антропологию. И в процессе преподавания у студентов особым образом заинтересовала идея о том, каким образом душа появляется у человека. Например, все хорошо понимают, что тело воспроизводится родителями и появляется как бы человек, но в какой момент душа присоединяется к телу? Конечно же, все христиане уверены в том и хорошо понимают на основании Писания, что Бог является Творцом. Если бы Божьей воли не было, то и ни тело, и ни душа, и вообще человек не появился бы на свет. Однако вот в какой момент душа появляется, и это непростой вопрос. Дело в том, что в Священном Писании мы не находим прямого ответа. Мы находим некоторые тексты, которые говорят нам о происхождении души, что Бог является Творцом. Но в какой момент это происходит? Мы знаем, что когда Бог сотворил Адама, Он вначале сотворил тело, и потом Писание говорит о том, что Бог вдунул в это тело, в тело Адама, дыхание жизни, и Адам стал душою живою. Также и продолжается этот процесс, но здесь возникает некоторый вопрос, ведь Бог перестал творить после 6-го дня. Из-за этого в богословии возникли некоторые течения. В основном это два направления. Это теория креационизма и теория так называемого традукционизма. Я чуть позже объясню, о чем речь идет. Креационизма сразу же можно понимать, что Бог непосредственно творит душу в человеке в момент зачатия. И это мнение доминировало в Восточной Церкви, то есть в Православной Церкви, католической Церкви, и до сих пор они этого придерживаются, и некоторые реформаторские богословы придерживались этого мнения, в том числе такой известный богослов, как Жан Кальвин. Давайте дадим определение этой теории. То есть определение говорит, родители воспроизводят тело ребенка, а Бог непосредственным образом создает нематериальную составную, то есть душу, в данном случае, каждого человека, который приходит в этот мир. Таким образом объясняется та проблема о том, что вот душа, эта нематериальная часть, эта духовная часть не может передаваться от человека к человеку. И в Священном Писании некоторые тексты, кажется, прямым смыслом говорят об этом. Вот мы можем посмотреть некоторые из них. Например, в Числе, в 16 главе, 22 стихе, там говорится, там обращается к Богу: «Боже, духов всякой плоти». То есть здесь говорится о том, что Бог является Богом духов всякой плоти. Или в Экклезиастах, в 12 главе, 7 стих, мы там читаем: «И возвратится прах в землю», то есть тело человека, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Здесь прямым текстом говорится о том, что Бог дал человеку дух. В Исайя 57 главе, в 16 стихе мы читаем: «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе
изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. Здесь также недвусмысленно говорится о том, что дух сотворен Богом, причем сам Бог об этом заявляет. И кажется, что эта теория имеет очень серьезное библейское основание. И таким образом решаются некоторые богословские вопросы. Там, например, деление души, каким образом оно может передаваться и так далее. Но не поддаваясь все эти богословские подробности, здесь возникает одна очень серьезная проблема. В этой теории мы знаем, что человек от рождения наследует греховную природу. Писание говорит о том, что и душа, и дух, и тело человека поражено грехом. И мы это унаследовали от Адама. Если Бог творит душу человека, получается, что Он творит греховную душу. Он в этом случае, является автором греха человеческой души. Конечно же, это очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема. Эту проблему эта теория не может решить. Дело в том, что когда эти тексты говорят о том, что Бог является Творцом души, но есть в Писании тексты, где говорится, что и тело также Бог сотворил. Бог является непосредственным Творцом. Можно сказать о том, что и в этом также Бог непосредственно участвует. Например, вот некоторые тексты. В Псалме 118, 73 стих, псалмопевец говорит: «Руки твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям твоим». То есть руки твои сотворили меня. Здесь псалмопевец говорит о том, что Бог участвовал непосредственно в создании его, как тело, так и душу. В 138-м псалме, 13 стих, мы там читаем: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Здесь то же самое. Мы видим о том, что этот псалмопевец говорит, что Бог сотворил его в чреве матери. Или мы знаем известный текст Иеремия 1 главы 5 стих: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». То есть я образовал тебя, я сотворил тебя, говорит Бог Иеремии. Поэтому здесь мы видим о том, что Писание говорит, что Бог является Бог является Творцом человека, но является ли Он непосредственным Творцом? Может быть, здесь говорится не о том, что Бог в буквальном смысле, как сотворил Адама, вот так участвует в сотворении человека. Может быть, здесь говорится о том, что без Божьей воли эти люди не могли появиться. Ни одна душа и ни один человек не может появиться. А когда мы смотрим другую теорию, теория традукционизма, традукция буквально означает «вести» или «передавать». И эту теорию первый раз сформулировал Тертуллиан, и потом развил Августин. И давайте дадим определение этой теории. Это мнение утверждает, что человеческая раса была непосредственно создана в Адаме, как с точки зрения души, так и тела, и оба аспекта, материальный и нематериальный, передается
от родителей детям при помощи процесса естественного воспроизводства. А вы скажете, так что и душа от родителей передается? Но, по крайней мере, мы можем найти в Священном Писании подтверждение этой идеи нескольких отрывков. Например, самое первое – это когда у Адама и Евы родился Сиф. Посмотрите, Бытие 5 глава, 3 стих, там говорится: «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя». Заметьте, Бог, когда сотворил Адама, то сказано было, что он сотворил по подобию и по образу. А здесь Адам уже родил сына, и он родил по подобию своему и по образу своему. Образ и подобие, в первую очередь, дорогие, относятся к нематериальной части человека. И мы видим о том, что этот образ и подобие нематериальной части, то есть души, и, если хотите, и духа, если вы верите в трихотомичность человека, то передается. Здесь не говорится о том, что Бог сотворил Сифа по подобию и по образу. Мы также в послании к евреям в 7 главе видим идею о том, что Левий как бы в чреслах Авраама совершил сознательный поступок. Мы видим, что вот идея того, что человек воспроизводит другого, своего сына или дочь полностью, вот мы можем подтвердить такими текстами. И здесь мы находим также очень важное богословское основание. Вот эта теория традиционизма наилучшим образом объясняет единство человеческой расы. Как сказал об этом апостол Павел, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Также теория традиционизма наилучшим образом объясняет порочность или развращенность человеческой расы. Множество отрывков подтверждает эту идею в Священном Писании, а также теория традиционизма наилучшим образом объясняет передачу от родителей детям таких вещей, как черты характера, умственные и духовные склонности, вот похожесть. Именно вот эта теория подтверждает. И что очень важно применение этого вопроса в связи с абортом. Если вы креационист, вам необходимо будет подумать, когда именно Бог создает человеческую душу. Теория традиционизма говорит, что душа создается в момент зачатия. А если вы креационист, то вам нужно подумать, когда же душу создает Бог. Момент рождения или какое-то другое время. Поэтому, видите, это не простой богословский вопрос. Это важный вопрос, который имеет практические последствия. Хотя эти теории, они являются теориями, и это сложный вопрос, но тем не менее, кажется, теория традиционизма имеет больше подтверждения в Писании и объясняется таким образом спорные богословские вопросы.